Сегодня я бы хотел вам в ходе рекламы прорекламировать новые свои препараты. Один называется витамин С 1000 мг и второй называется йодиум 200 мг. Зачем эти препараты и как человек ощущает недостаточность или йодный дефицит, об этом я сегодня несколько слов скажу. Очень часто, когда начинается лето, у человека начинается покашливание. То есть человек начинает покашливать, портится зрение, ухудшается в вечернее время. Также у человека появляется после пробуждения в утреннее время появляется блеск или жирный блеск волос. Дальше гиперраздражительность. Набор веса по типу луноликости, то есть лицо становится широким, скулы очень выделяются. Появляется на протяжении дня жирный блеск на лице. Также утром, как правило, воскоподобное лицо, то есть лицо как будто сверху обработано воском или маска восковая, то есть малоэмоциональная и так далее. Появляется в большом количестве прыщи. Также, когда очень жарко и вы где-либо передвигаетесь, есть ощущение мыльного вспотевания. То есть у человека появляется ощущение, будто не просто он вспотел и пот мокрый, как вода, а ощущение мыльного пота, как будто этот пот кислый, мыльный, плохо пахнущий, одним словом, доставляющий массу дискомфорта. Это все признаки йода дефицита. На сегодняшний день те страны, которые устранили йододефицит в своем рационе питания, могут запросто похвастаться или констатировать высокую продолжительность жизни. Есть ряд гипотез, из которых какие это страны. Это прежде всего Япония, это страны Кореи, страны Азии, где констатируется высокое количество долгожителей на сегодняшний день. Если рассматривать вопросы долгожительства, то окажется, что в Японии еще полвека назад не было долгожителей, а количество долгожителей было гораздо меньше. Это было также именно в Японии в большом количестве ранее наблюдалась йодовая недостаточность у большинства людей. Также в Японии распространены такие заболевания, как Базедова болезнь и заболевания щитовидной железы, узловой зоб, которые как раз и связаны с йодной или йодовой недостаточностью в рационе питания. В Японии на сегодняшний день существует программа, которая в обязательном порядке заставляет детей использовать йод содержащие БАДы. Также Япония находится на первом месте по продаже йод содержащих БАДов во всем мире. И я могу сказать, что Япония от этого не потеряла. Когда ребенок или когда взрослый начинает сталкиваться с тем, что он плохо запоминает, глаза хуже видят, также он набирает избыточный вес. В течение дня появляется покашливание, появляется усталость, очень часто легочные и бронхиальные заболевания появляются у человека, частым высыпание, фурункулез, избыточный вес. Это все может свидетельствовать тому, что у человека йодный дефицит или дефицит йода в организме. Я рекомендую в этих случаях использовать йодиум 200. Это препарат с высоким содержанием йода. Одна таблетка один раз в день на протяжении 1 месяца. В случае, если йод принимать правильный, то человек на протяжении месяца снижает избыточный вес, так как используя йод, человек может похудеть. Улучшается иммунитет у человека, улучшается общее состояние кожи, волос, ногтей. Есть ряд таких сопутствующих заболеваний, как, допустим, ревматоидный артрит, васкулит, ревматизм, волчанка, допустим, рожистые воспаления, аллергические заболевания. Все это в комплексе может быть устранено отчасти и с дополнительным введением препарата Йодис. Очень рекомендую.